это январское утро начались мои рождественские каникулы. И я решил, что будет круто видеть всю Украину, ведь я успел исследовать только столицу. В августе я прилетел в Киев и жил там почти 5 месяцев. За это время он стал моим вторым домом. Это прекрасный город, со своими пейзажами, улицами, парками, домами и, конечно, людьми. Также мне очень хотелось показать другим американцам, какая она, Украина. Именно эта идея стала главной задачей и главной целью моего путешествия. Так что, недолго думая, я взял машину в местном каршеринге, камеру, она всегда при мне. И, конечно, девушку. Во-первых, так веселее. Во-вторых, она работает в кино режиссером, что оказалось очень кстати. И мы отправились в путь навстречу ветру и приключениям. Вам обязательно знать, что мы не снимали наш фильм с точки зрения грядущей войны. Потому что я, как и многие украинцы, просто не мог себе представить подобного развития событий. Как тебе живется в Днепре? Супер. Всем, у кого есть мозг и способность им пользоваться, было ясно, что украинцы никогда не простят российскую агрессию и никогда не примут оккупантов на своей земле. Пусть Украина не самая сильная страна, но это независимый и свободолюбивый народ. Люди, которые гордятся своим происхождением. Даже если бы России как-то удалось уничтожить всю украинскую армию, всех до последнего человека, это было бы лишь вопросом времени, когда украинский народ восстанет против фашистского режима. Подобно тому, как восстал против режима Януковича в 2014 году. Мы всего лишь хотели поделиться нашим приключением и показать красоту нашей Украины. Но судьба распорядилась иначе. Все изменилось в одну секунду. Угроза войны со стороны Путина стала более серьезной. Государственный департамент Америки посоветовал покинуть территорию Украины всем гражданам США. Меня лишили стипендий за обучение и даже отменили мою учебную программу в полном объеме. Они вообще не хотели нести ответственность за то, что я могу погибнуть. И я все-таки решил уехать. К этому моменту мы видели очень маленькую часть Восточной Украины. Мы были в Одессе, немного успели снять в Черкасах, Днепропетровске, Геническе и в селе возле границы с Крымом. Мы также планировали добраться до Карпат, Харкова, Мариуполя, Херсона, Запорожья. Эти города, о которых вы, наверное, уже услышали из новостей о смертях среди мирного населения, боли и разрушениях. Но тогда мы думали иначе. Считалось, что спешить никуда, и возможность доснять от нас не убежит. Но, увы, дед все-таки забыл выпить таблетки от маразма, и 2 недели спустя мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. Должен обратиться и к военнослужащим вооруженных сил Украины. Уважаемые товарищи, ваши отцы, деды и прадеды не для того сражались с нацистами, защищая нашу общую родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине. Вы давали присягу на верность украинскому народу, а не антинародной хунте, которая грабит Украину и издевается над этим самым народом. Не исполняйте ее преступных приказов. Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Наразі ситуація така. Ми стоїмо на кордоні понад 12 годин. Черга не рухається, магазинів нема, їжі нема де взяти, води нема де взяти. Але ми на позитиві, ми тримаємо бойовий дух. І взагалі все буде Україна. Ну, а мы оказались в Варшаве. Ну, конечно, это интересный город, но это определенно не Киев. А мне было
легко на самом деле, потому что я уже уехал до того, как началась война. А ты нет. Я уезжала, когда у нас уже по городу шел обстрел, когда у меня на районе уже были слышны взрывы, были слышны выстрелы, когда возле моего ближайшего метро находились уже русские военные. И это было достаточно тяжело, потому что мы не могли найти машину, мы не могли вызвать такси. Это пришлось сделать через моего знакомого, поднимить камеру. И когда ни одна служба такси абсолютно не работала, машин не было, люди отказывались и боялись ехать на место обстрелов. И нам пришлось искать какие-то другие варианты. Таким вариантом оказался мой знакомый таксист, с которым я познакомилась буквально за день до этого. Я ему позвонила, потому что у меня сохранился его номер, и он согласился приехать, но, конечно, за безумно большие деньги, из-за чего пришлось, конечно, отвалить ему нормально. Но он вывез и нас, и чемоданы, и помог занести это все практически под подъезд. Потом мы с подружкой сели в поезд. Сначала отвезли мою маму к нашим родственникам, а потом сели в поезд, который ехал до Львова. Это было безумно тяжело, потому что в поезде не было мест. На 4-местное купе приходилось по 12-13 человек, то есть это по 2-3 человека на одной полке. Люди спали буквально на чемоданах в коридоре, вот в этих узких коридорах в поездах. И то есть там был абсолютный трэш, потому что это все были грудные дети, были животные, были мужчины, женщины, все в одну кучку, друг на друге. Соответственно, градус, так скажем, напряжения рос. И ввиду еще того, что нас постоянно останавливали, наш поезд постоянно останавливался, потому что велись обстрелы, у нас выключали свет, закрывали окна, закрывали двери. И приходилось сидеть абсолютно без звука, все сидели буквально просто в каком-то шоке, потому что был шанс того, что сейчас прилетит снаряд в окно. Вот. Но приехали нормально, все было хорошо. Що, кажу, їжте з вами. З вами, розумієте? Ми з вами. Польща and Ukraine. Первое, что я заметил, уровень поддержки здесь, мягко говоря, это невероятно. И здесь есть так много украинских флагов, что нам кажется, что мы еще находимся в Украине. И я имею в виду не только эту символическую поддержку, есть еще конкретная гуманитарная помощь. Есть горячая еда сразу на вокзале, медицинская помощь, транспортные перевозки и предоставление жилья. Даже есть финансовая помощь от польского государства. Здесь существует открытие вакансий специально для украинцев. Работа есть, несмотря на то, как уже приехало сюда больше, чем 2 миллиона беженцев. Польский народ открывает свои двери для беженцев, чтобы у них было где спать и жить. Они здесь жертвуют свое время, еду и деньги. Люди очень хотят помочь. So at this point, I'm going to be switching to English because this is more of an appeal directly to my English-speaking audience. And the fact is that we need help. I still have friends, acquaintances who are volunteering around Kyiv or the wider Oblast as fighters, as first responders, and they need gear. We've already started collecting. We've raised probably about 5,000 in total so far for the first 2 runs, which was medical supplies, drones, and 2 sets of thermal monoculars. But the more we can gather, the better. So this is armor. Like I said, armor, med kits, helmets, plate carriers, everything necessary, and it takes money. We've already burned through that $5,000-6,000 that we got for the first 2 rounds. Just like that, these toys end up getting pretty expensive. So, if you would like to help, it would be appreciated by both me
because these are my friends, these are people that I know, that I want them to be successful, I want them to stay alive, and it would be appreciated by them, because if they have the gear that they need, that is what they need for the success of their mission. So if you'd like to grill me about this, and consider if you want to contribute at all, please send me a note on Twitter, on my email. Both of those contacts are in the description. Again, it'll be very appreciated, and I really appreciate your consideration. Я уже скучаю по Киеву и по моим друзьям. И я просто надеюсь, что наши защитники могут как можно скорее ликвидировать этих российских оккупантов, чтобы все могут вернутися додому. Слава Україні!